Всем привет! Меня зовут Диана. В Инстаграм вы знаете меня как Behead Handmade, а это мой канал на YouTube о вязании крючком и спицами. В этом видео я покажу вам, как связать узором вихрь вот такую вот сервировочную салфетку на стол. Конечно, по этому мастер-классу вы сможете связать и салфетки меньшего размера, и большего размера. И даже если у вас другая пряжа, вы сможете связать ковер. Для ее вязания нам будет нужен полиэфирный шнур 2 миллиметра. У меня шнур от магазина Moscow Cord. Вот такое у него красивое плетение. Цвет у меня называется сталь. В моем моточке 100 метров шнура. Дальше нужен будет крючок 3 миллиметра, 2 маркера, ножницы и игла для того, чтобы в самом конце спрятать кончики. Давайте приступим к вязанию. Я свой моточек заправлю в моталку. Так вязать намного удобнее. Ссылку на моталку оставлю в описании. Салфетка вяжется по кругу, поэтому для начала мы должны с вами сделать кольцо амигуруми. Кладем ниточку на руку, оборачиваем, здесь перекрещиваем. Берем крючок, заводим в кольцо, захватываем рабочую нить и провязываем первую петельку. Теперь в это кольцо мы должны с вами провязать 6 столбиков без накида. Заводим крючок в кольцо, захватываем рабочую нить, провязываем первый столбик. Дальше снова второй столбик, третий, четвертый, пятый и шестой. Чтобы проверить себя, можете посчитать вот эти вот петельки. Их у вас должно быть 6 штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все верно. Затягиваем колечко. И теперь в первую петельку провязываем соединительный столбик. Под обе дужки петли, под полное основание петельки заходим крючком, захватываем рабочую нить и тут же протягиваем через петлю на крючке. Мы с вами сделали соединение. Начинаем вязать первый ряд. Всю салфетку мы будем вязать столбиками без накида. Этот узор вихрь состоит из простых столбиков без накида, но провязанных немного необычным способом. Итак, провязываем в первую петельку столбик без накида, вешаем на первую петельку маркер, чтобы потом не запутаться. И теперь шагаем вот сюда. Вот таким вот образом, как бы назад шагаем вот в это место. Еще раз покажу, вот сюда. Вытягиваем петельку побольше. Можно ее даже вот так перевернуть, потому что они часто перекручиваются, вот эти длинные петельки. И провязываем столбик без накида. Дальше идем, смотрим, вот эту петлю мы уже провязали. Вот видите, идем в следующую петлю, провязываем столбик без накида. Теперь под длинную петлю заводим крючок. Получается, вот она у нас, крючок попадет под длинную петельку и в предыдущую петлю провязанную. Снова вытягиваем длинную петельку и провязываем. Дальше смотрим, эту петлю мы с вами провязали, поэтому идем в следующую, провязываем столбик без накида, а длинную петельку будем провязывать вот сюда, то есть в предыдущую петлю под длинной петелькой. Вытягиваем посильнее. Дальше идем в следующую петлю, провязываем обычный столбик без накида. Теперь в предыдущую петлю длинный столбик. В следующую петельку столбик без накида. В предыдущую петлю
длинный столбик. И у нас осталась еще одна петелька, вот она. Провязываем сюда обычный столбик без накида, в предыдущую петлю длинный столбик. Давайте посчитаем. В этом ряду у нас должно получиться 12 столбиков без накида, 12 вот этих вот петелек. Начинаем считать с петли, на которой висит маркер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Все верно. Теперь, чтобы не запутаться, можно использовать второй маркер, вешая его вот сюда на первую петельку. Вот так. Если сложно, используйте вот так вот два маркера. Если у вас один маркер, можно его переставлять местами. Итак, мы начинаем вязать третий ряд. В третьем ряду нам с вами нужно будет снова удвоить количество петель. Снимаем маркер и провязываем в эту петельку, где у нас был маркер, столбик без накида, обычный столбик. Провязали. Теперь длинный столбик провязываем вот сюда, вот в это место. Вот сюда. Провязали. Дальше идем в следующую петельку крючком, провязываем обычный столбик без накида. И теперь находим место между вот этими двумя галочками. И вот сюда вводим крючок. Здесь провязываем уже длинный столбик без накида. Дальше идем в следующую петельку. Провязываем обычный столбик без накида. И следующий столбик мы должны провязать вот сюда. Здесь у нас галочка. И вот в вершинку этой галочки, как бы в середину галочки, мы провязываем снова длинный столбик без накида. В следующую петлю идем, провязываем обычный столбик без накида. Здесь видим, у нас снова две галочки рядышком. Значит, мы между ними заходим крючком и провязываем длинный столбик без накида. Дальше в следующую петлю обычный столбик без накида. Здесь видим, что у нас снова под этой петлей галочка. Мы в ее вершинку, прям в серединку, провязываем длинный столбик без накида. Я переворачиваю длинные столбики, я еще раз повторю, потому что они у меня переворачиваются, и пальцами это делать неудобно, их выравнивать. Дальше идем снова обычный столбик без накида. Здесь у нас две галочки рядом. Идем между ними, провязываем длинный столбик без накида. Следующую петлю обычный столбик без накида. Здесь видим, у нас под нашей провязанной петлей галочка. В ее вершинку заводим крючок, провязываем длинный столбик без накида. Снова обычный столбик без накида под основание петли. Здесь у нас две галочки рядышком, в серединку между ними провязываем длинную галочку. Следующий обычный столбик без накида. Здесь у нас вершинка. Мы в нее провязываем длинный столбик. Идем дальше. Обычный столбик без накида. Здесь между вот этими двумя галочками прокалываем. Дальше обычный столбик без накида. И у нас осталась последняя петелька. Мы ее провязываем. И последнюю длинную галочку провязываем в серединку между двумя галочками предыдущего ряда. Вот так.
Мы закончили третий ряд. Здесь у нас с вами должно получиться, если считать от маркера, 24 петельки или 12 вот этих вот длинных столбиков без накида. Следующий, четвертый ряд, мы с вами будем вязать, не прибавляя петельки. То есть в конце четвертого ряда у нас также должно будет с вами остаться 24 петли. Итак, мы снимаем маркер и начинаем вязать с петли, на которой у нас был маркер. Провязываем обычный столбик без накида, вешаем маркер на первую эту петельку провязанную. Вот так. Провязали первый столбик, и теперь идем в серединку столбика предыдущего ряда и провязываем его. В четвертом ряду мы будем провязывать петельки, пропуская один столбик, пропуская одну петлю вот здесь. Будем провязывать в те петли, которые у нас находятся между вот этими длинными столбиками из предыдущего ряда. То есть вот у нас петля с длинным столбиком, в следующую петельку мы провязываем столбик без накида. Длинные столбики будем провязывать в середину галочки предыдущего ряда. Вот так. Провязали. Дальше снова одну пропускаем, между двумя галочками петелька, мы в нее провязываем столбик без накида. Видим под ней длинную галочку, в серединку сюда провязываем длинный столбик без накида. Дальше идем, снова пропускаем, провязываем обычный столбик без накида, в серединку галочки предыдущего ряда провязываем длинный столбик без накида. Снова пропускаем в следующую, провязываем короткий и в серединку галочки провязываем длинный столбик. И так вяжем до конца четвертого ряда. Здесь мы, получается, пропускаем одну петлю, поэтому у нас в конце тоже получится 24 петли. В пятом ряду мы уже будем удваивать количество петель, будем провязывать каждую петельку, каждый столбик без накида. Сейчас маркер снимаем, и в эту петлю, где у нас был маркер, провязываем столбик без накида. Вешаем сюда маркер на первую петлю провязанную. И провязываем длинный столбик вот сюда, между длинными столбиками предыдущего ряда. Вот так. И теперь начинаем провязывать каждую петельку. То есть вот мы провязали, теперь идем в следующую петлю, провязали обычный столбик без накида. Здесь у нас над этой петлей длинная галочка, мы провязываем длинную галочку в ее серединку. То есть таким образом мы с вами вязали третий ряд, когда тоже увеличивали количество петель. Дальше идем снова в следующую петлю. Здесь уже попадаем крючком между галочками предыдущего ряда. Вот так. Дальше снова идем в следующую петлю. Здесь провязываем в серединку предыдущей галочки. Следующая петля. Здесь между галочками. Дальше. Здесь в серединку. Следующая петелька между галочками. То есть тут получается вот это вот место. Вы галочку отодвигаете, и вот там есть место, куда мы вкалываем крючок. И у нас получается вот эти галочки друг за другом очень красиво ложатся. И давайте довяжем
этот ряд до конца. Это у нас 5-й ряд. Вот я закончила 5-й ряд. В этом ряду, если посчитать петельки, начиная от маркера и вот до этой петли, у вас должно получиться 48 петель. Сейчас 6, 7 ряды мы будем вязать без прибавлений. То есть здесь мы будем пропускать по одной петельке. Будем провязывать их вот сюда вот в эти петли, между вот этими галочками, вот в эти петли. А длинные галочки будем провязывать в серединку вот этих вот галочек предыдущего ряда. Итак, вот у нас маркер. Снимаем его, запоминаем эту петельку и сюда провязываем. То есть мы уже сразу пропускаем здесь вот эту петлю не провязанную, и в следующую петлю между двумя длинными галочками мы провязываем обычный столбик без накида. Вешаем маркер на первую провязанную петельку. Провязали, и длинный столбик делаем в серединку вот этой вот длинной галочки, вот сюда. Дальше снова пропускаем петлю и идем крючком в петельку, которая у нас между двумя галочками. Длинную галочку провязываем в середину галочки предыдущего ряда. Дальше снова сюда, в середину галочки. Сюда, в середину галочки. И давайте таким образом довяжем 6-й ряд до конца. Довязали 6-й ряд и снова на выходе получили 48 петель, если посчитать от маркера вот до этой последней петельки. 7-й ряд продолжаем вязать аналогично 6-му. Снимаем маркер, в эту петлю, то есть опять пропускаем, да, в следующую петлю, где у нас был маркер, мы сюда провязываем обычный столбик без накида. На эту петельку, на первую провязанную, вешаем снова маркер. Провязали и в косичку предыдущего ряда, в серединку, провязываем длинный столбик. Провязали. Дальше здесь между косичками идем, обычный столбик без накида и длинный столбик в середину галочки предыдущего ряда. И так вяжем 7-й ряд до конца. В 8-м ряду мы снова будем делать прибавления. И будем их делать уже не в каждую петельку провязывать, а через одну. Убираем маркер и провязываем в эту петлю обычный столбик. И здесь видим, что у нас под столбиком есть галочка. Мы провязываем длинную галочку в ее серединку. На первую провязанную петлю, когда мы провязали обычный столбик, мы вешаем маркер. Итак, теперь идем в следующую петельку. Сразу же, вот мы вон ту провязали, теперь вот сюда идем, провязываем обычный столбик без накида. Здесь видим, что нам нужно, галочки у нас нет под этой петлей, мы провязываем длинную галочку между петельками. Провязали.
Теперь мы должны одну петлю отступить и провязать следующую. Здесь можем снова зайти вот в эту галочку. Она у нас свободная, не провязанная. Мы в нее провязываем длинный столбик. Дальше иду в следующую, так как в прошлый раз я пропускала петлю. Следующую здесь снова захожу в середину галочки. Теперь пропускаю петельку. Здесь могу снова провязать в галочку. Теперь иду в следующую петлю. Здесь уже провязываю между галочками. Теперь я должна пропустить одну петлю и в следующую ввожу крючок. Здесь снова могу провязать в галочку. Теперь иду в следующую петлю. Здесь уже у меня крючок пойдет между галочками. Теперь пропускаю крючок вот в эту галочку. Теперь не пропускаю, иду в следующую петлю и снова могу провязать в галочку. И таким образом давайте довяжем 8 ряд. Вот так выглядит у меня 8 ряд провязанный. То есть, смотрите, еще вам подсказка такая. У меня, когда я вязала, получалось, что я 3 раза попадаю в середину галочки и 1 раз попадаю между галочками. Опять 3 раза в середину галочки, 1 раз между галочками. То есть там, где вы видите, что у вас есть свободная галочка, вы вводите крючок туда. Если нет свободной галочки, вы вводите крючок между ними. И 8 ряд мы вязали, делая прибавки через одну. Теперь в 9 ряду прибавки мы делать не будем. Будем вязать, получается, пропуская одну петельку, как мы вязали до этого ряды без прибавок. Будем крючок вводить в петлю между 2 длинными галочками. Вот в эти петельки будем вводить крючок и длинные галочки провязывать в середину длинных галочек предыдущего ряда. Убираем маркер и начинаем с этой петли. Провязали первый столбик без накида, повесили на него маркер и длинный столбик провязываем в середину вот этой вот галочки под провязанным только что коротким столбиком. Провязали, дальше пропустили, идем в следующую, провязываем обычный столбик и длинный столбик в середину галочки предыдущего ряда. Снова пропустили, провязали обычный столбик и длинный столбик в середину галочки предыдущего ряда. И таким образом довязываем 9 ряд до конца. Я провязала 9 ряд, и теперь в 10 ряду снова буду делать прибавки аналогично тому, как я делала в 8 ряду, то есть через одну. Снимаю маркер, в эту петлю провязываю обычный столбик без накида, вешаю на нее маркер. И длинный столбик провязываю в середину длинной галочки предыдущего ряда. Теперь сразу иду в следующую петельку. Здесь провязываю вот сюда, между столбиками, потому что у меня свободной галочки нету под этой петлей. Дальше пропускаю. Следующую провязываю
обычный столбик без накида. Здесь иду, вот у меня есть свободная галочка, я иду в нее крючком. Теперь иду в следующую петлю, потому что до этого пропускала. И снова в середину галочки под петлей. Теперь снова одну петельку пропускаю, иду в следующую. Здесь вижу снова свободную галочку, в нее провязываю длинный столбик без накида. И так далее мы вяжем 10 ряд до конца. Закончила 10 ряд и 11 ряд снова вяжу без прибавок, пропуская по одной петельке и ввожу крючок вот в эту петлю между двумя галочками. Снимаю маркер и сюда провязываю первый столбик. Вешаю маркер обратно. И вот в эту галочку провязываю длинную галочку. Теперь иду через одну петлю, провязываю и вот сюда в середину длинной галочки. Снова пропускаю в петлю между галочками и вот сюда. И так довязываю 11 ряд до конца. Провязала 11 ряд без прибавок и в 12 ряду снова делаю прибавки через одну, как я это делала в 10 ряду. Убираю маркер, провязываю сюда обычный столбик без накида, вешаю обратно маркер и свободную галочку под петелькой провязываю длинный столбик без накида. Теперь сразу иду в следующую петлю, провязываю обычный столбик без накида. Вижу, что здесь у меня уже нет свободной галочки, поэтому захожу между галочками. Вот так. Теперь снова одну петлю пропускаю и следующую провязываю обычный столбик без накида. Вижу свободную галочку предыдущего ряда и провязываю сюда длинный столбик. Таким образом мы делаем снова прибавки через одну петельку и провязываем до конца 12 ряд. Провязала 12 ряд и сейчас 13 ряд буду вязать уже без прибавок и так далее. Нужно смотреть вот на это расстояние между галочками. Если оно начинает увеличиваться, если вы чувствуете, что у вас края загибаются, значит вам уже петелек не хватает. И вы просто начинаете снова делать прибавки. То есть смотрите по своей пряже, по своей плотности, как у вас будет ложиться узор. Я сейчас провяжу все ряды до тех пор, пока у меня не закончится моточек. Оставлю я длинный хвостик для того, чтобы в конце обработать край салфетки. Будем обвязывать его соединительными столбиками. И давайте сейчас провяжем до нужного нам диаметра и встретимся. Итак, я провязала всего 19 рядов. Прибавки я делала в 12 ряду, затем 3 ряда провязала без прибавлений. И в 16 ряду снова сделала прибавки. Затем снова 3 ряда вязала без прибавок. Для моей салфетки мне достаточный размер. Теперь мне осталось только обработать верхний край салфетки. Убираем маркер. Последнюю петельку, где был маркер, я снова провяжу по рисунку. И теперь буду провязывать соединительные столбики по всей окружности салфетки. Буду заводить крючок не под целое основание петли, а под заднюю ее дужку. Вот таким образом завожу крючок и сразу же протягиваю через петлю на крючке. И таким образом
прохожу по всей окружности. На первую петельку снова повешу маркер. И вот так обвяжу весь край. Старайтесь, чтобы у вас эти петельки были одинаковыми. И этот край сильно не затягивайте, чтобы салфеточка у нас не пошла волнами. Давайте его обвяжем и в конце встретимся, будем уже заканчивать вязание. И вот я дошла до конца, уже отрезала шнур. Вот так у вас должно получиться в конце. То есть вот я дошла до первой петли, и еще первую петельку я также провяжу. Теперь ниточку полностью вытягиваю. Здесь захожу крючком через одну петлю. Вот сюда, под обе дужки петли, захватываю нить, вытягиваю ее наизнанку. Здесь захожу крючком с изнанки, вот таким образом, чтобы крючок вышел у меня в середине вот этой вот косички последней. Захватываю рабочую нить и снова протягиваю ее на изнанку. У нас получился вот такой вот переход. Он практически незаметен. Так как мы вязали по спирали, здесь есть небольшая ступенька. Но если вот так здесь все поправить и еще прикрепить сюда бирочку, будет все очень аккуратно и незаметно. Теперь нам осталось на изнанке заправить кончики. Этот кончик я в самом начале упустила момент. Можно было его сразу ввязать, но что-то я упустила этот момент, поэтому сейчас просто его спрячу на изнанке под разные петельки. И затем в самом конце кончик подклею. Можно это сделать с помощью зажигалки, можно текстильным клеем. Постараюсь это сделать незаметно по рисунку, так чтобы у нас и изнаночная сторона тоже была аккуратной. Теперь кончик отрежу и очень аккуратно подпалю его с помощью зажигалки. Очень-очень аккуратно. Если не уверены, что у вас получится это сделать, лучше воспользуйтесь текстильным клеем, потому что можно испортить уже готовое изделие. Теперь то же самое делаю вот с этим хвостиком. И вот что у нас с вами получилось. Вот такая вот очень красивая салфетка, сервировочная салфетка узором вихрь. Посмотрите, какая красота. Давайте измерим ее размер. Из 100 метров полиэфирного шнура 2 миллиметра у меня получилась салфеточка диаметром 25 сантиметров. Обязательно ее теперь отпарьте, только ни в коем случае не водите утюгом прямо по шнуру. Это полиэфирный шнур, он у вас может расплавиться, поэтому положите сверху какую-нибудь ткань и прогладьте утюгом с паром. Затем положите под пресс салфетку и дайте ей полностью высохнуть. Если у вас отпариватель, здесь намного все проще, просто ее отпаривайте и также кладете под пресс до полного высыхания. И на этом мой урок по сервировочной салфетке узором вихрь окончен. Уверена, что у вас тоже все отлично получилось. Отмечайте свои работы по моим мастер-классам хэштегом ByBeHead, и я покажу их в своих сторис в Instagram. Всем пока-пока!